Здравствуйте! Сегодня я вам покажу очень интересные и мистические видео. Некоторые из них даже меня удивили. Итак, смотрим. Паркер и Честер – исследователи паранормального. И в этот раз они решили пойти в дом одной девушки по имени Дженнифер. Она неделями живет одна во втором доме своей семьи. Недавно она услышала странные звуки в комнате, где она спит. Звук исходил снизу, будто кто-то хотел вырваться из-под половиц и бил по паркету, находясь снизу. В этот момент девушка быстро включила камеру и записала часть того, что с ней произошло. Девушка спала на первом этаже, и единственное, что находится ниже, это подвал. После того, что она сняла, она сильно испугалась и больше ни разу не спускалась туда. Она не знает, было ли это дикое животное, случайно попавшее в ее дом, или что-то мистическое. Поэтому она позвала этих двух исследователей, чтобы они смогли разобраться, в чем дело. Вскоре парни приступили к расследованию. И первое, что они обнаружили в подвале, это идеальное прямоугольное отверстие в стене, сделанное кем-то. Позже Дженнифер сказала, что ни она, ни ее семья это отверстие не делали. И пару месяцев назад стена была еще цела. Но более того, за этой дырой в стене идет слишком длинный коридор, но он очень низкий, и его нужно проползти на четвереньках. После такой жуткой находки исследователи решили поставить камеры в каждой спальне и в подвале. И 3:30 утра камеры сняли то, что, возможно, напугает вас на всю жизнь. Что-то размером взрослого человека и очень худое ползает по подвалу на четвереньках и ведет себя как животное. Если присмотреться, то кажется, у него вообще отсутствуют глаза и очень странной формы рот, который постоянно открыт. Это существо немного походило по подвалу, а затем снова ушло в свое укрытие. На вторую ночь происходит следующее. Это существо снова выходит из своей дыры. Все происходит в 2:43 ночи. Но посмотрите внимательно на его лицо в этот момент. Не похоже, что это маска. Снова не видно глаз, а рот слишком огромный, к тому же без зубов. Чуть ранее, перед второй ночью, Паркер и Честер закрыли эту дыру в стене. И это существо оказалось запертым, и оно пришло в ярость. Он начал со всей силы бить по доскам, а затем слишком быстро царапать их ногтями, после чего неистово кричать. Кажется, обитатель этого места совсем не чувствует боли. Дальше он начинает выражать свое недовольство тем, что бьет по потолку, будто зная, что наверху расположена спальня Дженнифер. После 10 минут биения по потолку он появился в комнате девушки. Когда Паркер и Честер прибегают на шум, они находят Дженнифер в панике за кроватью. После этого парни везут девушку к ее родителям в другой дом. Это фото прислал мне мой подписчик Сергей Соколов из Украины, город Киев. Это фото было сделано в 1988 году. Сергея сфотографировал отец, ему на фото 9 лет. В кадре в тот момент никого, кроме Сергея, не было. И во время съемки никого поблизости, кроме родителей Сергея и его брата, нет. Но на фото почему-то возник силуэт, очень похожий на силуэт ребенка. Все действия на фото происходят в городе Ирпень, который в 12 километрах от Киева. В тот день они своей семьей поехали к подруге их мамы в частный дом. Когда предложили сфотографировать Сергея, мамина подруга пошла провожать своего брата, и так они остались вчетвером. Как рассказывает Сергей, в тот момент, когда его фотографировали, неожиданно резко поднялся сильный ветер с необычным скрежетом-свистом.
Это все мгновенно началось и так же быстро закончилось, что очень удивило всех. Позже отец Сергея начал проявлять фотографии, и когда проявил, обнаружил это. И никак не смог это объяснить. Других фото отец Сергей в тот момент не делал, была только одна фотография, если не считать остальных, которые сделаны в самолете. Эту историю Сергей помнит всю свою жизнь. Это фото сделано очень давно, и, естественно, оно бумажное. Сергей сфотографировал эту фотографию и отправил мне. Это странное видео было снято предположительно в удержимом призраками доме в штате Юта. Хозяйка дома рассказала своему уже взрослому сыну, что она видела жуткие силуэты и слышала необъяснимые шорохи и стуки в своем доме. И все это происходило неоднократно. Женщина живет там одна. После этого ее сын решил остаться на ночь в этом доме, чтобы попытаться снять всю паранормальную активность, если она там есть, на свою камеру. И когда он начал проверять уже весь отснятый материал, он обнаружил кое-что жуткое. Okay, everybody, hold still for a second. Hello? Наверху лестницы появилось белое прозрачное облако, которое немного напоминает по своей форме ребенка. Мужчина утверждает, что во время съемки видео ничего не заметил в той области. Эти итальянские исследователи паранормального пошли в лес, в котором, по слухам, обитают призраки. Сам лес расположен под одной старой деревней. Команда верит, что дух маленькой девочки Матильды живет в этом лесу и показывает себя время от времени. Местный охотник рассказал ребятам, что увидел слишком страшную картину в этом месте. Прозрачный силуэт маленькой девочки появился из ниоткуда, покрытый синяками и кровоподтеками с головы до пят. Вскоре после начала расследования исследователи паранормального нашли по описанию охотника место, где он увидел это жуткое явление. Sicuro, lui avrà puntato da qualche parte per tenere d'occhio qualcosa, come se fossimo noi qua. No, la luce. Raga, ma di nuovo, ma te lo giuro. Ah, ma te lo giuro. Ma te lo giuro. Ma grossa così. Fascio di luce, sì. Un fascio di luce, ma bianco. Ma Io ero puntato verso di te, perciò forse ce l'ho in camera. Ma a me è venuta in mente una cosa. Io ho dei brividi. Они слышали звуки ломающихся веток и постоянное шуршание кустов. Более того, они начали находить непонятные знаки из веток, некоторые из них были довольно большие. Немного времени спустя исследователи обнаружили старый заброшенный дом в глубине леса, который почти полностью зарос кустами и прочей растительностью. Они начинают задавать вопросы и вскоре получают в ответ непонятный звук. Raga, Cosa? raga. Команда уже понимает, что они находятся там не одни. L'avete И sentito? они все еще пытаются поговорить с призраком маленькой девочки. И после этого происходит пугающая вещь. Riascoltiamolo. Cosa? Cosa hai sentito? Non baby? vorrei sbagliare, ma mi è sembrato di sentire qualcuno piangere. possiamo darti delle caramelle? В кадр на несколько секунд попадает силуэт, похожий на силуэт маленькой девочки. Они проверили ближайшую территорию, но никого и ничего, хоть отдаленно напоминающее то, что сняла камера, не нашли. На сегодня вот и все. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Я желаю всем хорошего лета и крепкого здоровья. А я пойду сидеть под солнцем и делать следующее видео. Всем пока.